плывем, они так иногда обламываются, с грохотом в воду падают. Аж, да, вот только что упал, аж дергаемся, ну, шум такой мощный, бур. До свидания, дорогие... Давай. Здравствуйте, дорогие телезрители. Выруливай его. Ну, в итоге мы не, так сказать, не... Блять, как же это солнце называется? Банька стоит, топится. Байдарочки сушатся. Дождь пошел опять, да? Ого! Тихо, тихо, не мешай ему. Че ты? Давай весло. Давай, греби. Как лед, лес, красота, река Коева. Собираемся. Кто-то собирается, кто-то он, блядь, дует. Да. Главный дульщик. Зови Илюху, он поможет тебе. В тайге полным ходом идет весна. Со всех щелей вода текет. Ручьи кругом. День и ночь они заправляют Коеву водой. Красота. Третий день начался нашего сплава по реке Коева. Ночь прошла хорошо. Также было холодно, но я уже в ватных штанишках спал. И уже было теплее, конечно. Ну, не так, все равно было зябко, но уже терпимо. Сейчас вот собираемся, вещи сверху тащим, где мы спали. Там полянка. Сейчас будем собирать байдарки, катамаран. И дальше. Дальше Федотский порог обещает. Но он порог так себе, одно название. Шевера больше. Ну, все равно поплескаться хоть чуть-чуть. И то весело будет. Здравствуйте, дорогие телезрители. Передача уже практически закончена. Ваша стоянка закончена. По вашим заявкам вас ждет Федотовский порог. Счастливого пути! Ходят пароходы, а вы плывете, помните? Все, встали на воду, пошли. Стоянка была охрененная, хотя столько было возражений. Сначала, то что там мокро, сыро, холодно, уже выбора не было. Но в итоге мы так сказать, блять, как же это солнце называется? Не разочаровались, короче, мы. Все, сейчас километров через 10 будет Федотовский порог. Ну, Шевера. Порог он так слабо называется, просто. Да, поболтыхаемся чуток. Плывем до Усть-Турыма. Там стояночку, там пещера будет вроде бы какая-то. Уж не помню какая. Ну, пока так.
Блять. Давай обходим с этой стороны. Пиздец. Выравнивайся, сука. Пошел. Давай. Греби, блядь. Сука, дерево. Лед все никак не хочет уйти с реки. Плывем, они так иногда обламываются, с грохотом в воду падают. Аж, да, вот только что упал, аж дергаемся. Ну, шум такой мощный. Бур! Бело-синий, серый такой вот. Ну вон, смотри, голубой какой-то, видишь? Суки, блядь. Пиво жрут. Раз так, ну выпил пиво, сожги, выкинь где-нибудь, блядь. Уроды, блядь. Уроды. Вот им, блядь, запихать бы в жопу ее. Будет наша. Все, она наша. Это наш трофей. Коева нам подарила трофей. Сожгем на костре где-нибудь. Выкинем. Хоть какая-то помощь от нас Коевушки будет. Славной речечке. Достал встречный ветер. Дует прям ураганный. Не плывем, парусим. Льдинки даже нас обгоняют. Вот сейчас вот затишье небольшое. Пацаны там вообще отстали. У них там КамАЗ их сплавной вообще никак, наверное, не плывет, на месте стоит. Но пока все здорово, все замечательно. Пейзажи пока никак не изменились. Все то же самое. Снег, лед, лес, красота, река Коева. Встречный ветер задолбал. Сейчас вот в такой небольшой этой как бы трубе, тут его нету, а вот вы уезжаешь, где поля, все, это он не дает плыть, встречный прям в лоб. Аж останавливается лодка. Ужас. Мелко, сука. Блядь. Тихо, не мешай ему. Че ты? Давай весло. Давай, греби. Грибу. Ты как так? Хвост, цепись нам. К берегу выгребай, ёпты, хуль ты. Все, мы за термосом. Пошли, давай.
Где он? Я возьму. Сейчас. Правильно, нехер был туда лезть. Я вам сказал обоим. Сейчас Вована на плотине перевернула на каяке. Решили подплыть поближе. Там Кусьва, вроде река Кусьва, впадает в Коеву. Там плотина такая. Стали подплывать, его боковой волной вышвырнуло, короче, ну перевернуло. Мы его до берега доволокли. И еще термосом плавали, ловили. Сейчас вот мелкий побежал ему весло относить. Потому что без весла весло нам швырнул. В обход пошел! Так что вот. Весело. Нас тоже чуть маленько тряхануло, конечно. Но у нас устойчивая. Не то, что у него каяк. И кувыркнулся. Кильнулся. Ой, бля. Сука. Склад-то до хера. Как ощущение? Как ощущение? Прикольно. Шов. Я расслабился, вообще просто расслабился, реально. Тут вроде такие поплесовки, а тут волна-то никакая. А оба у меня боковал, я вообще не ожидал. Да, тоже я такой, у меня мелкий орет. Перевернулся я, блядь, чего? Нас волной маленько долбануло. Я такой в руках держу камеру, поворачиваю, ты уже, там башка торчит только. Ёп! Пока камеру на бошку одел, ну, руки освободить. Смотрю, термос за твоей этой, блядь, болтается. Хотел тягануть, а ты ее байдаркой его толкнул. Конечно, сейчас знаешь что, баню ставь, печку там, быстрее согреться. Ох, ёбана нахуй. Тенту можно натянуть, да? Тент есть у нас? Все, встали на стояночку. Сегодня дождь, ветер достал, прям ужасно. Прям сейчас вот все сушимся, там пацаны приехали, вот, на катамаране все мокрые, все сушимся, баньку поставили, тент натянули. Холодно. У них еще герма пробилась, там все спальники залило водой. Короче, все сушимся, а уже и солнца нет, ничего, он туман. Кстати, камень стрельный вот в тумане. Короче, сейчас будем кушать гороховый супчик, бодяжим и баньки. Завтра будет уже получше. Ну и сегодня неплохо, так кайфово, прикольно, нормально. Вот наш лагерь. Разбили, еду готовим. Банька стоит, топится. Байдарочки сушатся. Дождь пошел опять, да? Тентик натянули. Сейчас убираемся, дождь пошел.
снег дождем идет. Вообще ужас. Мокрый насквозь наполовину, все заливает, вот. Вот там помельче, да. Ты ее туда, к берегу толкай, наверное, слышь? Буханки пикапе. Сзади сидят Илья, Дима и мой отец. Мы сами в салоне, как белые люди. И все. Да, отдохнешься. Плечо, сука, уже затекло. Твою ж мать! А! Очко!